Москва охвачена пожаром, массированный налет на российские регионы, а также что известно о кадыровцах, которых отправляют в Харьковскую область. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Более 150 дронов атаковали Россию. ПВО страны не справилось с БПЛА. Взрывы прозвучали на московском НПЗ, 2 электростанциях. Каковы последствия? На Москву идет, хорошо идет. Россия теряет территории и будет ли возвращать? Какова судьба российского приграничья? Обсудим результаты опросов и заявления Лаврова. Мы свою территорию не обсуждаем. Тяжелая ситуация на Покровском направлении. В чем заключается стратегия Украины и России? Если говорить о ситуации очень кратко, то ситуация на сегодня выглядит очень критично. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Российское ПВО не справилось с одним из самых масштабных налетов дронов на страну. Полыхало в Москве и еще 15 регионах РФ. Дроны долетели до Московского нефтеперерабатывающего завода, одного из крупнейших НПЗ России. Отметим, что дрон самолетного типа спокойно прибыл к цели. Сбить его пытались, судя по всему, только автоматами. О, они из автоматов все стреляют, вот интересно. Бать, пошел вниз. В ведомстве Белоусова говорят, что им удалось, далее цитата, уничтожить или перехватить 158 БПЛА. А сколько долетело до мест назначения, в российском Минобороны не говорят. Тем временем результаты работы украинских дронов зафиксировали жители РФ и поделились кадрами с общественностью. На Москву идет, хорошо идет. В Московской области, по сообщениям россиян, дроны долетели до Каширской государственной районной электростанции. Также взрывы прозвучали и на Конаковской ГРЭС в Тверской области. О том, как РФ не справляется с налетом дронов и о целях БПЛА, мы поговорили со спикером Украинской добровольческой армии «Юг» Сергеем Братчуком. Стратегия Украины по использованию новых технологий в этой войне, которые действительно меняют и саму философию войны сегодня. Во многом беспилотные аппараты и роботы на поле боя, уже вспомним и о них, они выполняют те задачи, которые людям реально не под силу. И результаты этого мы сегодня видим. Действительно, 15 регионов. Даже если так называемое Министерство обороны Российской Федерации заявляет о том, что 158 беспилотников были сбиты, и мы знаем о тех прилетах, которые на 2 ГРЭС, на нефтеперерабатывающем заводе, это то, что сегодня уже мы видим, есть и подтверждение фото, и видео, и комментарии за кадром самих россиян, то тогда возникает вполне закономерный вопрос, а сколько же таких беспилотников всего было запущено. И более интересный вопрос для россиян, не сколько уже для нас, для украинцев, а сколько таких беспилотников украинцы могут запустить уже завтра по различным объектам. Россияне перебрасывают свои силы с Покровского направления в Курскую область. К такому выводу пришли аналитики Американского института изучения войны. В частности, по их данным, россияне передислоцировали как минимум роту 15-й отдельной мотострелковой бригады РФ. Аналитики считают, что такая переброска не будет иметь мгновенного влияния на обстановку на Покровском или Житомирском направлениях. Тем не менее, можно ожидать, что это лишь начало такой переброски. Тем временем The Telegraph пишет, что за последние 3 недели российские оккупанты смогли продвинуться на 8 километров на Покровском направлении. Авторы материала также пишут о прогнозах Украинского центра оборонных стратегий, где считают, что россияне дойдут до Покровска к середине сентября. О том, что на самом деле происходит вокруг этого города, который считается важным логистическим узлом для ВСУ, мы поговорили со спикером Украинской добровольческой армии «Юг». Если говорить о ситуации очень кратко, то ситуация на сегодня выглядит очень критично. Это правда, это реалии. Сегодня мы говорим о том, что враг не считается с потерями, что на место одной роты, условно, которая гибнет на подходах к нашим позициям, могут появляться уже целые батальоны замены. То есть это говорит о том, что максимально все резервы, которые есть, качественные, некачественные, бросаются на
Покровск, на мясные штурмы. И не только. Я все-таки надеюсь, что удастся принять те решения управленческого характера, в том числе, возможно, и кадрового, которые позволят, по крайней мере, на ближайшее время остановить врага, не дать ему тактически продвигаться. Хотя сделать это на сегодня очень и очень сложно. В город Волчанск Харьковской области могут зайти кадыровцы. Этот населенный пункт сейчас наполовину находится под контролем ВСУ и наполовину под контролем РФ. В Украине говорят, что российское командование решило завести в северную часть города представителей Ахмат. Также есть информация, что противник в ближайшее время заведет в Волчанск подразделение Ахмат. Это небольшое количество личного состава. Их присутствие в этом населенном пункте – это скорее самопиар. Даже российское командование не возлагает на них никаких надежд. Это самопиар, а не какие-то активные действия. Тем временем Z-тусовка сейчас помогает кадыровцам в поиске парня, который записал видео о кадыровцах и опубликовал его на своих страницах в соцсетях. Слова юноши очень задели кадыровских блогеров. В принципе, что мы можем сказать по этому подразделению? Это самое трусливое, вонючее подразделение, которым он сам же и командует. Оно не участвовало ни в одном из боев, оно постоянно сдается в плен или бежит. Оно не умеет воевать. Россия отказывается от своих территорий или же нет? Лавров, комментируя ситуацию в Курской области, назвал операцию ВСУ провокацией и уверяет, что до конца не понимает, какие цели у Киева. Кроме того, сразу же заявил, что Зеленский захватывает территории России, чтобы якобы потом их обменять. Хотя на самом деле в Украине неоднократно говорили о том, что операция в Курской области необходима для защиты украинцев, так как с этой территории армия Путина ведет обстрел Украины. А в МИД Украины напоминали, что Киеву не нужны чужие, тем более российские территории. Ко всему, Лавров так и не дал четкого ответа, каким же образом РФ будет возвращать более 1000 квадратных километров территории в Курской области. И вновь прозвучали ультимативные условия относительно возможных переговоров с Украиной. Мы свою территорию не обсуждаем ни с кем, мы переговоры про свою территорию не ведем. Про Курскую область, я уверен, тут даже говорить не о чем. Про все остальное президент сказал 14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел, что мы готовы урегулировать ситуацию на основе реалий. В нашем телеграм-канале мы провели опрос, что же будет дальше с операцией ВСУ в Курской области и землями, которые они контролируют. И предложили такие варианты. Российское приграничье станет буферной зоной. Второй вариант. Украина действительно обменяет земли РФ на территории, оккупированные Россией. Третий вариант. По Курской области пройдет линия фронта и территории будут переходить из рук в руки. И четвертый. Там пройдет референдум. Со временем будет создано проукраинское правительство. На момент записи выпуска больше всего голосов собрал первый вариант. Российское приграничье станет буферной зоной. А что вы думаете? Каким видите будущее этих территорий? Напишите, пожалуйста, об этом в наших комментариях. Беларусь продолжает перебрасывать военную технику к украинской границе. О военной активности и составах с техникой в основном пишут российские Z-военкоры. Фотографии и сообщения о том, что бронетанковые подразделения вооруженных сил Беларуси отправляются к южным границам республики, массово появились именно в военных телеграм-каналах россиян. При этом, когда и где были сделаны данные фото, не ясно. Однако отмечу, что впервые информация о переброске техники появилась в 20-х числах августа. Лукашенко же уверял, что воевать ни с кем не собирается. Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Как ранее сообщала команда Нехта, в Украине требуют, чтобы Минск отвел свои войска от украинской границы. В Киеве называют действия Беларуси недружественными и предупреждают, что в случае угрозы Украина примет необходимые меры для самообороны, а скопления войск на территории РБ станут законными целями для ВСУ. В России 1 сентября вспоминают жертв одного из самых кровавых событий в ее современной истории – захвата и, главное, штурма школы номер 1 в Беслане.
в сентябре 2004 года. На сегодня известно о 334 погибших, большая часть из которых – дети. Уголовное дело даже спустя 20 лет не закрыто, а общественность так и не услышала главных ответов на вопросы, в частности, кто же ответственен за штурм школы. Напомню, что выжившие рассказывали, что заложники боевиков погибли не от рук этих боевиков, а от действий российского спецназа. Российская пропаганда в то же время винит во всем именно тех, кто захватил школу. Одним из требований преступников был вывод федеральных войск из Чечни. Родственники погибших неоднократно называли Путина палачом Беслана. Проекту «Минута в минуту» удалось поминутно восстановить события преступления тех дней. Мы проделали довольно большую работу над анализом судебных стенограмм по уголовному делу о теракте в Беслане. Мы взяли оттуда огромное количество фактов, деталей. Также мы собрали в целом все свидетельства, которые письменно зафиксированы, и заложников, и очевидцев этой трагедии. И собрали все видеозаписи, сделанные очевидцами на месте событий. Как правило, на любительские видеокамеры, которые тогда еще были довольно популярны. Почему власти не говорят всей правды о трагедии? Потому что я думаю, что очень, конечно, неудобно отвечать на вопросы о применении тяжелого вооружения по школе в завершающей части штурма. Хотя и парламентский доклад утверждает, что начальник спецназа установил, что в школе на тот момент не осталось живых заложников, но мы с вами все понимаем, что это утверждение очень трудно проверить, поэтому, конечно, уголовное дело, кстати, оно не закрыто до сих пор, и поэтому не очень удобно, наверное, сегодня властям вспоминать вообще об этой трагедии. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, становитесь постоянным спонсором канала, отправляйте свои донаты. Кроме того, не забывайте пользоваться VPN, если вы находитесь на территории России. Как им пользоваться, инструкция есть в нашем описании. Ну а наша команда продолжает следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.